Это была не просто затяжная осень, а какая-то бесконечная серая полоса, растекшаяся по улицам мокрой грязью и холодным моросящим дождем. В такие дни мир кажется нарисованным тушью, где размыты все яркие краски, а тепло сохраняется только в глубокой глубине человеческих домов. Говорят, у каждого бездомного кота есть своя тайная стратегия по захвату человеческого сердца. Кто-то действует напролом, штурмует приоткрытую дверь квартиры с дерзостью бывалого пирата, проскальзывает между ног изумленного жильца и мгновенно занимает лучшее кресло у батареи, смерив хозяина взглядом. «Теперь я здесь властвую. Смирись». Другие делают ставку на классическую актерскую игру. Выбирают самую глубокую лужу, выкручивают на максимум тоску в голосе и выдают такое мяу, от которого у любого прохожего защемит в груди. Третьи — настоящие кошачьи модели. Сядут под фонарем, распушат хвост, зажгут в глазах янтарные искры и ждут, пока кто-нибудь не ахнет от такой неземной красоты. Каждый выкручивается как может. На войне за теплый дом все средства хороши. Но история 13-летней кошки по имени Хлоя не похожа на эгоистичный расчет или дерзкий штурм. Это была история о тихой надежде, выраженной в одном единственном, едва заметном жесте. 13 лет — это не просто возраст для кошки. Это целая вечность, сплетенная из тысяч привычных ритуалов. Для Хлои мир всегда имел конкретные границы — запах и звучание. Ее миром была уютная двухкомнатная квартира на 3-м этаже, благоухающая сушеными травами, старыми книгами и лавандовым мылом. Ее миром был дедушка, старый учитель физики на пенсии, который звал ее просто Хлоечкой. Их жизнь текла в идеальном размеренном ритме. Утром тихое шуршание газеты, стук чайной ложки о стенки фарфоровой кружки и теплый кусочек сыра, аккуратно отрезанный специально для нее. Днем долгий сон на широком подоконнике, где сквозь тюль пробивались солнечные лучи, нагревая ее густую шерсть. Вечером тихое бубнение телевизора и ладонь дедушки, сухая, покрытая пигментными пятнами, но такая невероятно теплая и родная. Эта ладонь медленно гладила Хлою между ушей, а кошка мурчала в ответ, работая своим маленьким мотором и отдавая человеку все свое кошачье тепло. Хлоя не знала иной реальности. Она попала в этот дом крошечным пушистым комочком, умещавшимся в одной ладони, и искренне верила, что этот уютный мир будет существовать всегда. Но однажды ритм сбился. Дедушка не встал утром заваривать чай. Он лежал на кровати, его дыхание было тяжелым и хриплым. Хлоя беспокойно ходила по его груди, трогала усом его щеку, тихонько мяукала. Но он лишь слабо улыбнулся и едва ощутимо коснулся ее головы. Потом пришли чужие люди в синей форме. Они громко говорили, двигали мебель, несли какие-то носилки. Хлоя забилась под диван, сжавшись в судорожный комок. Дедушку унесли. 2 дня кошка сидела в пустой квартире, где резко выветрился привычный родной запах, уступая месту холоду и тревоге. А потом пришли другие люди, родственники, которых Хлоя никогда раньше не видела. Они быстро собирали вещи в коробки, громко вздыхали, спорили о каких-то документах. «А с этой что делать?» — спросила женщина, брезгливо указывая пальцем на угол, откуда блестели напуганные глаза кошки. «Ей же лет 13 уже, старушка совсем. Кому она нужна? Себе взять не могу, у нас аллергия». «Придется сдать в приют», — ответил мужчина, даже не глядя на Хлою. «Не на улицу же выгонять». На следующий день Хлою посадили в темную пластиковую переноску. Для пожилой кошки, которая за всю свою жизнь выезжала из дома только дважды на прививки, этот путь превратился в кошмар наяву. Приют встретил Хлою оглушительным, оглушающим хаосом. Это было огромное каменное помещение с бесконечными рядами металлических клеток. Звуковой фон здесь никогда не затихал.
Неистово лаяли собаки в соседнем крыле, жалобно и требовательно кричали молодые коты, шипели испуганные новички. С грохотом гремели железные миски, а шаги волонтеров отзывались гулким эхом под высоким потолком. Но страшнее всего был запах. Запах страха, дезинфицирующих средств, чужих животных и глубокой безысходной тоски. Хлою поместили в клетку средних размеров на среднем ярусе. Внутри стоял пластмассовый лоток, 2 миски и небольшая подстилка из жесткой флисовой ткани. Когда металлический засов с сухим щелчком закрылся, Хлоя сжалась в самый дальний угол. Для нее это стало настоящим крушением Вселенной. В 13 лет оказаться в клетке — это не просто стресс. Это медленное угасание. Первые 3 дня кошка практически не ела. Она отворачивалась от предлагаемого сухого корма, игнорировала ласковые слова молодых волонтеров, пытавшихся ее погладить. Волонтеры вздыхали, делая пометки в ее карточке. Хлоя, 13 лет, потеря хозяина, в состоянии глубокого шока, апатия. В приютах пожилым животным сложнее всего. Посетители, семьи с детьми, молодые пары, студенты в подавляющем большинстве шли к клеткам с маленькими шустрыми котятами. Котята кувыркались, цеплялись за сетку, висели на прутьях и делали все, чтобы их заметили. Старая кошка, молча сидевшая в углу клетки со сложенными лапками, казалась людям неинтересной. Она слишком старая. Ей, наверное, мало осталось. Мы хотим веселого и активного питомца. Эти фразы Хлоя слышала десятки раз за день, пусть и не понимала человеческих слов, но прекрасно улавливала интонации. Однако, несмотря на глубокий шок и нарастающее отчаяние, внутри этой старой кошки не угасла самая главная потребность — потребность в человеке. Хлоя не умела выживать на улице, не умела драться за еду или агрессивно защищать свою территорию. Все, что она умела за свои 13 лет — это любить человека. Ей физически, на уровне инстинктов, требовалось присутствие кого-то, кому можно отдать неистраченное мурлыканье. На 4-й день Хлоя сделала первый шаг из своего внутреннего кокона. Она перебралась из дальнего угла ближе к дверце клетки. Сидеть там было неудобно, сквозь металлические прутья дуло, но оттуда лучше всего были видны проходящие мимо люди. Кошка смотрела на них своими огромными, слегка помутневшими от возраста зелеными глазами. В них не было агрессии, не было требовательности, только немая мольба. И когда очередная пара прошла мимо, даже не взглянув на номер 42, Хлоя медленно, с достоинством, просунула свою белую переднюю лапку между холодными металлическими прутьями. Она слегка потянула ее вперед, раскрыв подушечки, словно пытаясь дотянуться до уходящего тепла. Это не был трюк. Это был жест надежды. С того дня Хлоя повторяла это движение каждый раз, когда кто-то останавливался неподалеку. Она не мяукала громко. Ее голос после перенесенного стресса стал совсем тихим, почти беззвучным. Она просто протягивала свою лапку сквозь сетку и тихонько махала ей в воздухе, будто говоря: «Я здесь. Посмотри на меня. Я умею любить. Пожалуйста». Многие проходили мимо, не замечая этого жеста. Кто-то улыбался, умилялся. «Ой, смотрите, машет», делал фото на телефон и уходил дальше к клеткам с породистыми кошками. Но Хлоя не сдавалась. День за днем, терпеливо и кротко, она протягивала свою белую лапку навстречу холодному миру. Субботний день в приюте всегда был самым шумным. По коридорам ходили десятки людей, слышался смех, детские возгласы, шуршание пакетов с принесенным кормом. Терри пришла в приют без четкого плана. Девушке недавно исполнилось 25, она переехала в новую квартиру и впервые за долгое время ощутила в своей жизни тишину, которую хотелось кем-то наполнить. В ее детстве всегда жили кошки, и теперь, когда быт немного устоялся, Терри твердо решила, она возьмет питомца из приюта. Ее подруги советовали: «Возьми маленького котенка.
Сформируешь его характер под себя, будете вместе играть. И Терри действительно сначала пошла в зал для котят. Но там ее охватило странное ощущение. Котят разбирали быстро, за ними стояла очередь из семей с детьми. Малыши точно не останутся без дома. Терри медленно перешла в секцию для взрослых кошек. Здесь атмосфера была иной, более тихой, натянутой, пропитанной ожиданием. Девушка шла вдоль рядов, вглядываясь в кошачьи морды. Вот гордый сиамский кот смотрит на нее с легким презрением. Вот пушистая трехцветка отворачивается к стене. Вот молодой серый полосатик прыгает на сетку. Терри остановилась в середине коридора, чтобы достать из сумки зазвонивший телефон. Она на секунду отвлеклась, отвечаю на сообщение, как вдруг почувствовала легкое, почти невесомое прикосновение к своему рукаву. Девушка опустила глаза. Из клетки номер 42 сквозь узкий зазор между металлическими прутьями была просунута белая кошачья лапка. Мягкие подушечки осторожно цеплялись за ткань ее свитера. Кошка не царапала, не вырывалась. Она просто держала Терри за рукав и тихо, едва заметно помахивала лапкой, будто здороваясь. Терри присела на корточки, очутившись на одном уровне с клеткой. На нее смотрели глаза. Огромные, цвета недозревшего оливка с темными ободками вокруг зрачков. В этих глазах была такая глубина и такая недетская взрослая мудрость, перемешанная с застывшей грустью, что у Терри мгновенно перехватило дыхание. «Привет», — тихо произнесла девушка, протягивая палец к клетке. Кошка не отпрянула. Напротив, она с нежностью уткнулась носом в указательный палец Терри, а затем снова протянула лапку, аккуратно положив ее прямо на открытую ладонь девушки. Контакт замкнулся. Это было не просто случайное прикосновение. Это было осознанное, трепетное рукопожатие. «Вы заинтересовались Хлоей?» К клетке подошла молодая сотрудница приюта в зеленом фартуке. В ее голосе слышалось удивление и легкая тревога. «Она помахала мне лапкой», — сказала Терри, не сводя глаз с кошки. «Почему она сидит одна? Расскажите о ней». Волонтер вздохнула, доставая из планшета бумажную карточку. «Хлоя у нас относительно недавно. История, к сожалению, банальная и оттого еще более грустная. Ей 13 лет. Всю жизнь она прожила с одним хозяином, пожилым мужчиной. Он умер пару недель назад. Родственникам она оказалась не нужна, ее привезли сюда. Для нее это был страшный удар. Первые дни она вообще ничего не ела, мы думали, не выкарабкается от тоски. А потом вот начала протягивать лапу людям, будто ищет кого-то. Но вы же понимаете, возраст. Люди редко берут 13-летних кошек. Все боятся болезней, больших расходов на ветеринаров и того, что прощаются с ними быстрее. Слова волонтера растрогали Терри до глубины души. В воображении девушки мгновенно возникла картина. Пожилой человек, который отдавал этой кошке все свое тепло, и эта тихая, верная душа, в один миг лишившаяся всего — дома, любви, своего единственного друга. И теперь, находясь в холодном металлическом боксе, окруженная чужими звуками, она не озлобилась, не замкнулась, а продолжала верить людям, протягивая свою крошечную лапку каждому встречному. У Терри сжалось сердце. В этот момент она поняла, что не сможет уйти из приюта одна. Если она сейчас повернется и уйдет, эта белая лапка будет сниться ей каждую ночь. «Я хочу забрать ее», — твердо сказала Терри, поднимая взгляд на сотрудницу. «Вы уверены?» — волонтер даже переспросила. «Ей нужно будет особое внимание, возможно, возрастной корм, регулярные осмотры». «Я абсолютно уверена. Оформляйте документы. Хлоя едет домой». Когда дверца клетки наконец открылась, Хлоя не стала сопротивляться. Терри аккуратно взяла ее на руки, прижав к груди. Кошка оказалась удивительно легкой, почти невесомой. Она замерла, уткнувшись носом в шею своей новой хозяйки, и впервые за долгие недели тихо, прерывисто
вздохнула. Первые дни в новой квартире были наполнены тихой адаптацией. Хлоя не пряталась под диванами, как это часто делают напуганные кошки. Возраст и житейская мудрость научили ее ценить комфорт. Она обошла всю квартиру медленным, величественным шагом, обнюхала каждый угол, с особым вниманием изучила мягкий ковер в гостиной и большой диван. Постепенно к Хлое возвращалась радость к жизни. Серый туман отчаяния, застилавший ее дни в приюте, начал рассеиваться под лучами тепла и заботы, которыми ее окружила Терри. Уже через неделю в доме установился новый, невероятно уютный распорядок. Каждое утро Терри просыпалась не от звука будильника, а от мягкого ритмичного мурлыканья. Хлоя приходила к ней в спальню, усаживалась на подушку и начинала аккуратно трогать лицо девушки своей белой лапкой, тем самым знаменитым жестом, который когда-то спас ее из клетки. Стоило Терри открыть глаза, как Хлоя заводила свой громкий басовитый моторчик, требуя утренней порции обнимашек. Она оказалась невероятно ласковой кошкой. Хлоя обожала, когда Терри берет ее на руки. Она буквально расплывалась в руках девушки, доверяя ей полностью, складывала лапки на ее плече и могла сидеть так часами, пока Терри читала книгу или смотрела фильм. Впрочем, возраст иногда давал о себе знать. Хлоя уже не носилась за игрушечными мышами с той безудержной прытью, что молодые коты. Ее игры стали солидными — пару раз ленно пнуть мягкий шарик, поймать лапой ленточку и с чувством выполненного долга отправиться спать. Но была в ее поведении одна особенность, которая всегда напоминала Терри о прошлом ее питомицы. Изредка, обычно по вечерам, когда за окном начинали сгущаться сумерки, а в комнате зажигался мягкий свет торшера, Хлоя замирала. Она садилась на подоконник или на край дивана, выпрямляла спину и застывала абсолютно неподвижно. Ее взгляд становился направленным куда-то внутрь себя, сквозь стены и время. В эти минуты кошка не реагировала на окружающие звуки. Она сидела задумчиво и тихо, как маленькая пушистая статуя. Терри не беспокоила ее в такие моменты. Девушка понимала, Хлоя погружена в воспоминания. В своей кошачьей памяти она возвращалась в ту старую квартиру с запахом лаванды и сушеных трав, где звучал знакомый голос старого учителя, где прошли 13 счастливых и спокойных лет. Терри лишь тихо подходила сзади и мягко клала ладонь на спину кошки. Хлоя не вздрагивала. Она медленно поворачивала голову, смотрела на Терри своими мудрыми зелеными глазами, тихонько вздыхала и доверчиво прижималась к ее руке. Прошлое оставалось в прошлом, но оно имело право на память. А настоящее было здесь, в этой теплой, светлой квартире, где ее снова любили. Прошло полгода. Хлоя заметно преобразилась. Ее шерсть стала густой и шелковистой, исчезла постоянная тревога в глазах, добавилась приятная упитанность. Ветеринар на плановом осмотре лишь удивленно качал головой, отмечая, что для 13 лет кошка находится в прекрасной форме. «Любовь — лучший лекарь», — улыбнулся доктор. История Хлои и Терри стала известна многим. Друзья девушки, которые раньше сомневались в решении взять пожилое животное, теперь не могли налюбоваться на эту удивительную пару. Хлоя встретила свою старость не в холодной приютской клетке, вслушиваясь в лай чужих собак, а в тепле, сытости и абсолютном покое. Каждый бездомный кот действительно ищет свой путь к человеку. Кто-то хитростью, кто-то красотой, кто-то громким криком. Но Хлоя доказала, что иногда для того, чтобы изменить свою судьбу и найти настоящую любовь, достаточно лишь просто протянуть лапку. И верить, что на этот жестчер ответит то самое, единственное и родное человеческое сердце.